Черногорскую медицину ругают почти все приезжие. Одних не устраивает квалификация врачей, других цены, третьих сочетание первого и второго. Я за 6 лет жизни в Черногории с медициной имел дело лишь опосредованно, но год назад столкнулся по полной. Мне сделали операцию в местной клинике А3. И в этом видео я хочу рассказать свой опыт и сколько все это стоило. В описании есть тайм-коды для удобной навигации, так что если нет времени смотреть целиком, можно смотреть по частям. Итак, небольшая предыстория. Черногория, август прошлого года, море, купаемся. И вот вечером этого дня у меня поднимается температура, я не слажу с горшка. И все эти посиделки заканчиваются тем, что оттуда что-то вылезает и сильно кровит. И все. С тех пор почти каждый день у меня болит задница. Я и вверх тормашками стою, и лежу, и прорабатываю психосоматику. Результат нулевой. И знаете, когда я иду к проктологу? Через неделю таких мучений? Месяц? Нет, через 3 месяца. То есть, когда я уже вообще стоять, сидеть не мог. Соответственно, не работал. То есть, не зарабатывал на жизнь. В общем, приезжаю я тогда в клинику в Подгорицу, в которой когда-то работал. Там очередь, негде сесть, все стулья заняты. А я уже в дороге так настрадался, что лучше уж плохо сидеть, чем сильно плохо стоять. И вот эти 20 минут ожидания длятся просто, длятся. Целая вечность проходит, боль дичайшая. Меня вызывают, я ложусь на осмотр, краем уха вижу, как доктор женщинам надевает перчатку, зачерпывает вазелин, присаживается рядышком. Потом я издаю просто нечеловеческий крик, потому что она ни миллиметра не могла засунуть, настолько было мне больно. А без пальцевого осмотра ничего не понятно. Мне дают там несколько полезных советов по питанию, по консервативному лечению. Говорят, надо делать колоноскопию. А вы знаете, что такое колоноскопия? Это когда через задницу, в которой даже вот такусенький пальчик врача не мог влезть там ни на миллиметр, должны засунуть там 3-километровый шланг с камерой и несколько минут там что-то шурудить. По крайней мере, мне это так представляется. Понятное дело, что я опять откладываю до тех пор, пока хоть что-то мне станет легче. И правда, мне от мази и свечей немножко полегчало. И я даже через 2 месяца начинаю немножко работать. И, наверное, даже хорошо, что вот за эти полгода безработицы я проел все свои сбережения и так утомился от этой стрёмной жизни, когда вообще все непредсказуемо. То есть я даже назначить массаж не могу, потому что, скорее всего, его придется отменить в случае боли, а боль может быть просто в любой момент. Особенно, если сходил в туалет. В общем, денег у меня почти нет, потому что я не работаю. Радости нет. Нормальной жизни нет. И вот я вижу объявление о бесплатном осмотре в клинике А3 в Сутоморе. То есть это сел на автобус, 10 минут и все, я на месте. И там такой же осмотр. Я уже терплю, мне уже не так больно. И мне назначают, чтобы вы думали, конечно же, колоноскопию. Но говорят, вы ничего не почувствуете, она под анестезией общей. Но для этого надо приготовиться. Нужно выпить 4 литра воды с фортрансом. А это, я скажу вам, не очень-то и вкусно. Я бы даже сказал, очень противненько. А главное, это же способствует опорожнению кишечника. А каждый раз, каждый поход – это боль. А таких походов должно быть много. И при этом еще же есть хочется. Короче, этот вот день перед колоноскопией был просто ужасным. В общем, утром я приезжаю на процедуру, раздеваюсь полностью, меня одевают в халатик с завязками сзади. Причем завязки там особо не завязывают, потому что зачем завязывать, если весь фронт работы сзади. Я ложусь на кушетку, мне ставят капельницу, узнают мой вес, аллергии, чтобы подобрать правильную анестезию. Потом приходит врач, меня просит лечь на бочок, поджать ноги. И следующее, что я вижу, это уже другой кабинет. Я лежу на кушетке под одеялом, рядом со мной врачи и переводчик. Мне все объяснили, говорят, у вас 4-я стадия, 3 узла, трещина, нужна операция. И это не малоинвазивная какая-то лазерная, там, коротенькая операция, там все серьезно. И, кстати, уже не болело после колоноскопии, так что не бойтесь делать ее. Во-первых, узнайте, что у вас там, какой геморрой, во-вторых, нет ли других проблем, в том числе онкологии, что очень важно.
Единственное, что после колоноскопии было ощущение вот такой переполненности газами. Но выходят они сами постепенно, без запаха, потому что кишечник чистый, соответственно, вообще все нормально. В общем, через 3 дня мне назначили операцию. Можно было и на следующий день, но просто мне там надо было поработать. Я хотел, пока есть возможность поработать, я решил поработать. Потому что, знаете, в Черногории медицина очень дорогая. Надо на нее зарабатывать. Так вот, за день до операции нужно подготовиться, сдать анализы, флюорографию, что-то там еще. И все вот эти процедуры можно было сделать в любом другом месте, либо в той же самой клинике. Я выбрал эту клинику А3, потому что, на мой взгляд, так было надежнее, безопаснее, поскольку все те же самые врачи, что и будут меня лечить, они меня и будут обследовать заранее. Приезжаю я в 12, меня ведут куда-то, заводят в комнату, типа гостиничного номера, только вот вместо вот обычных кроватей и там 2 другие, там, с кучей электрорегулировок. Мне тут же подключают телек со 160 каналами, берут кровь на анализы, периодически куда-то просят со мной пойти, с ними пройти. В общем, я в таком расслабленном, неспешном режиме лежал, ходил, сдавал все необходимое для операции. В общем, классно. В обед принесли мне ромашковый чай с печеньками, парой тостов. В общем, приятно. И вот вечер, 10:30, ничто не предвещает беды. Приходит мне брат, говорит, повернись на бок, приспусти штаны, говорит, надо кое-что посмотреть. Посмотрел, говорит, ага, надо брить. Сам или мне побрить? Я говорю, ну, справлюсь. Он говорит, хорошо, сейчас принесу бритву. В общем, принес станки, я все побрил, все сделал. Время 6:30, мне не спится. В 5 часов приходил человек, сделал мне клизму, проверил давление, пульс, что-то там еще. Все оказалось в норме. Время 7:20 утра, только что пришли меня проведать несколько врачей, 5, по-моему, или 6. Потом прикатывают кресло-коляску, переодевают меня, уже знакомый халатик с завязками сзади. Ну все, меня переодели. Я поехал на операцию. Перематывают ноги эластичными бинтами, садят на это кресло и везут в операционную. Поехали. В ней довольно холодно, ну, как бы и в принципе такой легкий мандражик такой. Но вот ощущения страха у меня не было совсем. Я уже проникся вот этим фундаментальным подходом клиники, вот все как надо делают, при этом сервис, при этом приветливые люди, в общем, шикарно. Ситуация с операцией вот один в один, как с диагностикой, вот, колоноскопии. Лег в одном месте, проснулся в другом. Время 9:20. Сделали операцию. Лежу, очень больно, прям нестерпимая боль. Я весь в аппаратуре, все пикает, капельница рядом, в общем, как в кино. Не ставят анестезию, через какое-то время мне легчает, я засыпаю, просыпаюсь, но со временем появляется другая проблема. Подходит состав. То есть я как бы хочу в туалет уже. А самое страшное, это как раз из того, что вот я читал в интернетах, это вот самый первый стул. К тому же еще и по-маленькому хочу. Мне приносят утку, я пытаюсь как-то так-сяк лежа. Вот я и раньше-то, в принципе, никогда не пробовал писать лежа. А тут тазовое дно спазмировано, я вообще не могу это сделать. То есть я не лежа, не сидя. А мне говорят, вставать-то нельзя, ходить нельзя. В общем, еле-еле уговорил их, чтобы они разрешили мне встать, сходить в туалет, потому что я не могу. И 10 минут я там корячился, пытался что-то так. В общем, первый раз я с большим трудом сходил в 12 часов ночи. То есть первый раз я пописал через 15 часов после операции. Эту ночь после операции я провел в клинике. Итого 2 ночи с учетом подготовки. И на следующий день в 12 часов я поехал домой. По большому уже сходил я дома. И это была самая сильная боль, которую я испытывал. Эти, сраные 3 горошинки меня реально довели до слез. И я не помню, чтобы я прям плакал от боли. Вот. Даже после операции было не так больно. Анальгин, какая-то там мазь обезболивающая вообще никак не помогали. Выпил кетонал форте, стало чуть легче. Но самая засада это то, что раньше у меня стул-то был стабильно 1 раз в день, там, после кофе с утра. А тут 3 раза. В 3 раза больше мучительной боли. И примерно так должно быть еще пару недель, а может быть даже месяцев. В общем, переходим к следующей части моего рассказа. После операционному лечению мне назначили мазь с антибиотиком, обезболивающие, противомикробные, противовоспалительные таблетки. К этому я добавил только вот гомеопатию и, конечно же, правильное питание. То есть пореже есть, побольше пить воды, ну и еда должна быть соответствующая. Казалось бы, каждый день минимум 2 острейших приступа боли, от которых я просто вою. Но радостно,
встречать каждый новый день радостно. За эти полгода я дошел реально до состояния унылого какашки, вот гонимого вонючим ветром. А прошло 2 недели, да, болит. Каждый раз после туалета болит. Но есть ощущение, что это пройдет. И вот таким вот макаром прошло 1,5 месяца после операции. Сам процесс уже тогда был такой чувствительный, потому что трещина все-таки оставалась. Я даже ходил в больницу, спрашивал, все ли нормально. Сказали, нормально. Трещина, она болела из-за того, что стул был мягкий, боль была минимальна. И после стула дискомфорт практически уже не ощущался. И уже через пару-тройку часов просто проходил. И важно сказать, что я делал простые, но очень эффективные упражнения на усиление венозного оттока от ног и органов малого таза. Практиковал диафрагмальное дыхание, контрастный душ, массаж мышц тазовой диафрагмы. В общем, делал все то, что нужно, на мой взгляд. И, конечно, соблюдал полезную вкусную диету. Кстати, спросил доктора, можно ли после операции не есть, чтобы недельку не ходить в туалет, чтобы как можно быстрее все зажило. Он говорит, нет, есть надо полноценно, потому что если ты ешь или не ешь, в любом случае вырабатываются все ферменты поджелудочной и желчь в печени. И к тому же, чтобы заживало, нужно же это строительные кирпичики, чтобы были эти микро-макроэлементы, а без еды их не взять. Получается, что не какать не получится. Просто надо делать все, чтобы облегчить этот тяжелый период. И вот так незаметно для себя я полностью вернулся к абсолютно здоровой жизни, без какой-либо боли и дискомфорта. Дольше всего побаливала трещина, но и она прошла, по-моему, за 3 месяца. Изучая отзывы разных людей, я понял, что полное избавление от боли – это где-то 4-6 месяцев. Бывает дольше, бывает меньше. Но скажите мне, что такое полгода ежедневного улучшения самочувствия по сравнению с ежедневным адом и непониманием, как жить вообще, как работать. А в масштабах жизни эти полгода реабилитации вообще же мелочь. Зато сейчас вы не представляете, насколько я рад, что я сделал операцию. И сделал именно там. И если вы смотрите это видео, то наверняка вам эта тема знакома не понаслышке. А раз так, то давайте вместе поразмышляем. Про геморрой я знал давно. Про варикоз, его признаки тоже. Если бы я знал, что геморрой только развивается, он не проходит сам, я бы однозначно сходил на обследование, но только в том случае, если бы знал, что колоноскопия – это абсолютно безболезненная процедура. Это, кстати, к вопросу, почему в своих инстаграмах, фейсбуках, ютубах клиникам не говорить о том, как проходит та или иная процедура. То есть не просто рекламируя свои услуги, говорить, что это проходит так, ощущения такие, да. Так. И сколько оно стоит? В общем, кратко, но информативно. И тогда я бы раньше смог принять нужные меры. Операция, может быть, либо не понадобилась, либо стоила намного дешевле, потому что она была гораздо проще. Плюс восстановление было бы не таким болезненным и длительным. А теперь посчитаем, во сколько мне все это обошлось. Этот весь мой страх и незнание. 2400 – это счет из клиники, 300 – лекарства. 6 месяцев я не работал, а только платил налоги и зарплату бухгалтеру. Это по 200 евро в месяц, это 1200. Плюс минимум, исходя из минимальной зарплаты в 600 евро, 600, 3600 потерянного дохода, поскольку я не мог работать. Итого минимум 7500 евро стоил мне мой геморрой. Спрашивается, а я точно человек разумный? Наверное, можно было бы потратить как-то деньги более эффективно, на профилактику, которая, как известно, гораздо дешевле и приятнее лечения. Но худа без добра нет. Я стал делать упражнения, изучать много медицинской литературы, прохожу семинары различные по кинезиологии, массажам, биометрической кинезиологии. В общем, довольно неплохо стал понимать тему нутрициологии, ферментированных продуктов. И на себе я понял, каково это не иметь тугой живот, и когда тебя не пучат. То есть вообще не пучат. А до этого всегда меня пучило, мне всегда было плохо. В общем, уровень моего понимания здоровья, его восстановления без помощи лекарств и операций кратно вырос. Но если у вас есть проблемы со здоровьем, то я надеюсь, что мой рассказ поможет кому-то из вас от них избавиться и снять тревожность перед черногорской медициной. Как минимум, клиника А3 свою задачу помочь мне выполнила наилучшим образом. За что я всем врачам и руководству ее, за то, что они это все так организовали, выражаю огромную благодарность. Они меня без преувеличения спасли, и я очень доволен результатами.